Всем привет! Вы попали на канал Той и жизнь маленькой собачки. Вы часто спрашиваете нас о том, как питается Той, и мы решили рассказать об этом, чтобы снять все вопросы. В целом Той всеядный, у него очень сильная пищевая мотивация, за всю жизнь он отказался только от лимона, лука и имбиря. И спокойно ел сырую картошку, петрушку, соленые огурцы, сырую капусту и еще много чего странного. Он любит все сладкое, семечки, орехи, которые, кстати, у него не перевариваются и выходят в том же виде, что и зашли. Он знает звук разбивающегося вареного яйца, трения морковки на терке и всегда прибегает на кухню на эти звуки. Он любит облизать стакан после сока или кока-колы и даже сам с грядки ел клубнику. В целом за всю жизнь попробовал, наверное, всю человеческую еду, и неблагоприятные реакции пищеварения были, по-моему, только на свежий огурец. Аллергии у Тои никогда не было. Единственный раз, когда нам показалось то, что у него аллергия, это когда он забрался в кладовку и облизал банку с медом. У него появились сухие корки на кончиках ушей. Мы обратились в ветклинику, нам назначили спрей и наблюдать. Это все прошло и больше никогда не повторялось. И мы до сих пор не знаем, аллергия была это или что-то иное. Но Тои часто аллергики, поэтому если вы на натуральном питании, лучше избегать аллергенов. Молока, орехов, цитрусовых и других. Когда я забрала Тою у заводчика, вместе с собакой она мне дала мягкие пакетики корма педигри и сказала строго-настрого никаким другим кормом не кормить. Когда я пошла в зоомагазин пополнить запасы этого корма, продавец мне сказала, что такой корм не подходит для месячного щенка. Но я побоялась навредить собаке и ничего не стала менять. Но Той заболела. Мы обратились в ветклинику, и там нам рекомендовали корм Пурина. И до сих пор мы на этом корме корм не меняли, только вкусы внутри линейки. Сначала это был корм для щенков, потом мы перешли на корм для взрослых собак мелких пород. Когда возникали проблемы с пищеварением, нас сажали на серию ЕН, тоже Пурина, вот он стоит, сухой корм и паштет. Но бывали моменты, когда Той был в гостях, и там он благополучно ел и сухой корм от педигри, и от рояла. Проблем с пищеварением не было. Также часто мы давали ему лакомства от педигри, особенно Dentastix, даже сейчас он у меня здесь есть. И всякие другие там, цветные палочки, косточки, и все подряд, в общем. Также Тоя перепадала со стола. Что-то типа творожка, яблочки, капусты, морковки. Но с избытком лишнего веса нам пришлось убрать еду со стола совсем и ограничить лакомства. А с тех пор, как у Тои обнаружили проблемы с печенью, нам пришлось убрать и лакомства тоже. И мы долгое время сидели на вот этом гастроэнтерологическом корме. Теперь мы строго следим за диетой, и на данный момент после полугодовалой диеты на серии ЕН мы переходим обратно на обычный корм. Лакомства лучше использовать максимально натуральные, без красителей и консервантов. Например, нам очень хорошо заходят внутренности животных, например, легкие. Производители вкусняшек не всегда добросовестно пишут состав, поэтому лучше не выбирать продукты яркого, красивого цвета. Они должны быть непривлекательные и с резким запахом, грубо говоря. То есть, чем хуже запах для нас, тем вкуснее будет собачка. На данный момент Той ест в сутки 30 грамм обычного корма и 10 грамм корма серии ЕН. То есть мы сейчас переходим обратно на этот корм. И один раз в день, чаще всего это в обед, он ест паштет этой же серии ЕН. Обычно взрослые собаки едят 2 раза в день, но из-за нашего нестабильного графика мы можем покушать 3 раза в день, можем 5 раз в день, но за рамки отмеренного с утра корма, это вот так примерно выглядит, мы не выходим. Стабильно Той каждый день в 6 утра встает и кушает из автокормушки. А все остальные приемы пищи мы планируем уже исходя из нашего графика дня. Автокормушка выглядит очень просто. Здесь есть таймер, по таймеру он срабатывает, кормушка открывается, у нас здесь еще колокольчик специальный, чтобы точно не прозевать. И здесь у нас лежит корм, вот он не доел, вот он лежит. И еще, если есть проблема с быстрым поеданием еды, как у нас, например, Той очень любит вот этот паштет, и он начинает им давиться. Поэтому мы используем миску медленного кормления. Она немного большевата для него, но зато он не давится. Если вы решили кормить собаку натуралкой, то с Тоями это точно пройдет.
Но у натуралки есть свои минусы. Ее нужно готовить, нужно поддерживать сбалансированный рацион, чтобы в нем содержались достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов. По цене, я думаю, корм выходит выгоднее и быстрее, он экономит время, и кормом сложнее навредить какими-то погрешностями в рационе собаки, потому что сбалансированный рацион – это крепкие зубы, это красивая шерсть, это здоровая кожа и в целом долголетие собаки. Желаем вам питаться правильно и полноценно и не поддаваться на слезно просящие глаза, потому что это здоровье вашей собаки и качество совместной жизни.